Друзья, гуляли-гуляли и залезли спонтанно на такой классный корабль. Это советская разведка была. Ничего себе, представляете? Смотрите, оборудование еще, старые карты. Как интересно. Смотрите, шухлядки дубовые. Класс. Реально мощная такая мебель, именно дерево, дуболомное, как будто какие-то дровосеки прошлого столетия делали. Даже вход сюда обито, как будто бильярдный стол такой шелковый, роскошный. Смотри, что-то не на нашем. Кёнигсберг. Кёшиф. Вообще старинная документация, что оно заброшено вообще нафиг никому не надо, зацени. Класс. Сначала идет на нашей, а потом на ворожей мове. Ага. Тут даже какие-то карты мореходства, как оно все было обустроено. Смотрите, какая лампа уникальная. Это, кстати, корабельная, чтобы не шаталась. Типа ты работаешь над документами, понял? И чтобы оно не маячило. Сейчас я вспышку включу. Слышь, ну корабли, блин, корабль реально, что бункер. Корабль это какой-то 1900-х годов еще, это старый. Это с тех времен, когда после царя начали перестраивать эти корабли, сделали такие вот, были раньше пароходы на угле, а потом начали уже на солярке делать. И это уже более современного поколения, ледокол, который по Дунаю ходил с Украины в Румынию. Вот такие кораблики красивые. Смотрите, вот это все оборудка, кто разбирается того времени. А датчики, смотри, объемники старые. Тоже непонятно, что за датчики, вот эта меня штука прикалывает. Типа закрывать иллюминатор. Это что? Или типа на ночь, если или что. Клосс, задраился. Такое, вот эта только штука, чтобы пацики поняли, килограмм 5 весит железная заслонка. Что еще интересного есть из документации? Вот, смотрите. Ейскому. Ейского. Море Егейского, Я- с этого названия Егейского. Да. Смотрите на руки, тут реально градусов 40, наверное, температура внутри. Жесть, О, капец. печати старинные. Судовой вентиляции. Это наука целая, вот это. О, бронированный, слышишь, может быть, этот черный ящик. А вон что, вон что. Ого, электроника вообще старинная. Этому десятилетиями обучались, чтобы управлять такой машиной. Смотри, Рославская судоверфь. Управление, ход назад, вперед. Офигеть. Чик и поехали. И такой шрифт, это специально какой-то корабельный шрифт, потому что даже в мультиках про Микки Мауса 20-го года вот такой шрифт один в один. Смотрите, как плесень везде. Тут полностью царство паучачье, полностью пауки тут Класс. развились. Да, только вчера говорили про корабль, бы где-то в корабль попасть. И вот как раз попали в корабль. Как раз мы на море находимся. И корабль стоит заброшенный. Класс. И видишь, космос свыше. Смотрите, как прошла вода внутрь в рамку в несколько слоев. Здесь сгнило уже. Офигеть, потолок проломался. А, кстати, лампы, как в старых поездах метро. Помнишь, кстати, были поезда, что подъезжали? Там круглые были. Ну, тут типа круглая тоже. А, еще были в Киеве лифты с такими лампами. Вот эти старые поезда метро, друзья, кто помнит, что когда подъезжали к станции, тухло освещение на несколько секунд. Пацаки, корабли это вообще отдельная эстетика, это как будто отдельный мир, потому что есть бомбари, есть метро, а вот именно корабельная вот эта вся оснастка, это как будто бункер на воде. Это вообще отдельный мир, отдельная наука, отдельное таинство. Смотри. А ну, хуярь. Это на... О, Сейчас, помехи. Он видит, короче, соседние... Другие... Радар. Радар. Видит соседние Корабельный. корабли у себя на дороге. Вау. Electronical devices. Класс. Прикол. Так оно еще чудом, что уцелело. Ну, тут вообще нафиг никому не надо. Смотри, каюта матросная. Кто-то уже воровал, видишь? Такой еще диван интересный. Это, может быть, корабленачальник здесь тусовался. Ага. Койка номер 11. Такая именно лютая разводка, понял? То есть даже пол корабля могло быть под водой, а все равно все работало. Моторы работали, электричество работало. Класс. Гляньте, какой лютый этот. Смотрите, пасеки, как... Короче, корабль наполовину под воду ушел. Он крен дал. Он стоит так вот, лежит как будто на боку. Полулежит. Ага. Офигеть. А вот это, походу, главный вот этот румпель был. Его уже своровали. Вот такая штука. Очень мощные такие штуки, кабанячие. Зацени, как вот это, то ли капли падали, то ли какое воздействие. Может быть, термиты проели инструкцию. Я бы вот так вот хотел океан пересечь, чтобы в несколько недель в путешествие пойти. Опа! Капитан Врунгель! Здравствуйте, электрические приборы. Ладно, пускай будет. Интересно вот это вот. Судоверфь, отчетный чертеж. 57-й. Вот это, походу, год. Вот это, походу, если это правильно понимаю, это 57-й год. Если я ничего не напутал.
Вау. Вот это все вручную, вот это все, вот эти буковки вручную выводились все. Раньше был вообще такой даже предмет, даже я в школе чуть-чуть застал, был предмет каллиграфия. Пацаки, тут половина дверей закрыта, заблокирована, непонятно с какой стороны. Как в бомбаре. Но видите, там очень интересно, там еще целые трюмы, целые коридоры. Но совсем не ясно, как туда попасть. Ага, как в бомбаре. Ручки такие, которые изнутри блокируют трубами, всякими хитрыми способами, а потом хитрыми способами их открываешь. Ну вот, кстати, может быть заводом. А то вы рыбку кормите? Да, Подкармливаете? да. А что вы творожок даете? Остался я сюда, рыбки кормлю, хлебушек. А что, выбрасывать на мусорку? Ну да. Пускай лучше едят рыбки. Да, да, да. Супчика, борщик, они тут намутятся и будут как в столовой. Пускай едят. Тут и жабки кормятся. Жабки тоже кормятся? Да, и жабки есть. Но сейчас мы, наверное, змеи поразогнали. Змеи поразогнали жаб. Да, они гоняются и глотают их целиком. А змеи не кормите? Нет, Змеи-паразиты? да. Вот так, друзья, ехали по морю и нашли корабль. Шли, и объект случайно нашли. Вот так вот иногда бывает, идешь и находишь сам себя контент. Сейчас посмотрим, мы еще сюда вернемся к нему. Интересный корабль очень. А еще зайти можно внутрь, в катакомбы. Маємо 3 види інжира. Также добре росте хурма, гранат. Зараз ківі стали вже садити. Мандаринів поки немає. А це вже готовий до вживання? Да, вже зрілий. Так що його прямо їсти Беріть, можна? пробуйте. Вкусный. Ну, конечно. Сладенький, офигеть. Прямо с дерева никогда еще не ел. Да, суперсуд. Давай, давай! Давай! Так, друзья, залезли наконец-то в корабль, не могли долго открыть, вызвали Бону, с югов приплыл, через море, через океаны приплыл, чтобы помочь друзьям создать вам хорошее настроение. Бона, спасибо тебе большое. А теперь экскурсия по настоящему кораблю большому, поехали. Я вообще, на самом деле, впервые в жизни. Ну, я в детстве когда-то был на катере, который ходил по Днепру, туристический. Очень интересное место, но меня нигде не пускали. Меня вот так вот по рукам били. Я всегда хотел залезть там, и там, где двигатель, и там, где какая-то рубка. Мне не давали. Вот сейчас у меня, получается, возможность вот это все посмотреть. То есть, получается, мечта детства сбылась. Класс, как тебе мечту. А давай глянем. Ну, тут мощные руки надо иметь. Это надо знать еще в какую сторону. Так это фейс знает, это же человек, связанный с этими вещами. Видишь, у меня... О, как холодильничек. Слушай, О, это хабарница, смотри. хабарница, аккумулятор хороший. А, это Как пахнет. Смотри, даже аккумулятор подсоединен. Два. Может, тут даже свет можно включить на корабле? Ну, хотя, мне кажется, он уже пришел в негодность, судя по тому, что электролит испарился. А, тут коморки. Я понял, что это. Что? Это, как на корабле называется, Толя? Трюмы. Гальюн. Халилун? Гальюн. Гомункул. Не, гальюн. А, в натуре гальюн. Тоже выходит в воду. И он, когда ты занимаешься своими интимными вещами, можно насладиться, а когда на море, Пейзажиком. а когда на море качка. Кстати, вот что интересно, я, кстати, очень удивился.
Плитка. На корабле, да, пол облицован плиткой, ну, Керамическая. советской, да. Да, смотри, какая еще лютая проводка. Все так примотано, чтобы при качке, при шторме ничего нигде не отмоталось, не отвалилось. Я уверен, даже если здесь заполнить все дровами, поджечь, то эта медь не обгорит. Настолько она защищена. Смотри, ух ты, смотри, боцман. Кок, матрос. Так смотри, какое аутентичное, с вентиляцией, с деревяшечкой. О, кухонька, смотри. Блин, класс. Причем оно такое все, знаешь, миниатюрное, знаешь. Как в домике на колесиках. Да, блин, класс. Класс, смотри. А, это держаться что ли, чтобы когда качка, типа, колбасу резать? Мне, кстати, интересно, какие здесь столовые приборы. Что я коллекционирую. Я думаю, что уже слушай, обычно всё. Не, ну здесь выбор очень даже. Я, конечно же, воровать не буду. Мы, как Дима говорит, смотрим лишь и фиксируем на видео. Но вот такая у меня, по-моему, есть в коллекции. Короче, самые редкие ложки-вилки, которые имеют покрытие. Оно выглядит как золотое, но на самом деле это нитрит титана, да. Не, нитрит титана. То есть его, я не знаю, где его делали, это покрывают в специальных вакуумных установках. Интересно. Это, возможно, единичные коллекции, которые в институтах кто-то делал персонально для себя на заказ. То есть, если А в его- чем прикол нитрита титана? он выглядит как позолота. Нашел? Пошли дальше, буду жарко сильно. Интересно, кстати, спроси, это мед корабельный или горчичка? Горчица. Ай, кстати, интересно, они тут хавали рыбу, которую сами вылавливали? Какая тарелка миленькая. Ого, Машенька. Смотрите, пацаки, какая лютая корабельная плита. Она приматана полностью на станину. Такая... О, да сейчас рис. Сковородочка того времени с жиром таким покрыта. О, а это что? Что такое тяжелое прикрывать блюдо? Ну, кстати, интересно, это вот моряки, вот кто, может быть, моряк, подскажите, это защита от русалок или от водяных? Я не могу понять, потому что там выход прямо на воду, и она очень сильно заблокирована. Или, может, это связано с трудами Лавкрафта? О, а вода с моря, наверное, сразу идет. Смотри, вообще полный набор. Класс. Это военный катер, да, пошел? Тоже наш. Покажи. Сильно плохо не убит, но катер военный пошел. Да, может. Блин, это... А закройте эти, если можно. Эта комната, походу, прямо пищи, но она настолько аутентично выглядит, я не знаю, вот, блин, очень именно Офигеть. уютно максимально. Запах причем такой советский, как у бабушки в квартире. Нет, это даже не бабушка квартира, это завод. Да, завод плюс какая-то вот квартира бабушки, судя по запаху, по обстановке, блин, очень уютно, максимально комфортно. Без этого же никуда. Смотри, какая колонка. Что, кстати, замечу, Хорошее есть, состояние. есть, да, объекты, в которых, ну, такая атмосфера неприятная. Ты туда заходишь, ну, неприятно. А здесь ты зашел как будто бы, ну, знаю, в что-то родное такое, приятное. Там каждая каюта, блин, реально очень классный залаз. Смотрите, я вам покажу, пацаки, что тут происходит. Такие деревянные столы с дермантиновой обивкой, мобильные такие движущиеся конструкции. Немножко напоминает, как в поезде, но это для воды, это еще более универсально. То есть тут практически каждый предмет закреплен, чтобы при даже сильной качке, при среднем шторме, чтобы все это удержалось. Смотри, вот это уникальная вещь. Я в детстве очень активно пользовался. Да-да-да, это Кстати, мухобойка. Да. Кстати, сейчас есть уже современная электрическая мухобойка. Серьезно? Да, понял, там электрический разряд, и вот так ходишь, и мух вот так вот. Капец, до собираешь. чего ж цивилизация это дошла? Да. Кто-то узелки по смотри. Причем интересно, тут по эргономике так продумано, идет полукругом. Стол, стулья специальной формы, сделаны именно для этого помещения. Сложно корабль. Может быть, технические отсеки или Да. топливо, может, туда заливалось. Ёб твою мать. Оставь, положи. Смотри. Потайной залаз, офигеть. Ля. Действительно. Еще этаж есть? Да. Человеческий? Ля. Очень интересно, чтобы закрыть это вопросовское. Давай. Кстати, пацаки, очень жарко. Мы прямо все такие мокрые, потому что эта конструкция металлическая, она накрылась, нагрелась, вернее, за день. Жара плюс 40 африканская. Интересно просто, что он тут вентилировалось, когда вниз. работало все. Ну, если- Да. Скажи. когда работала, думаю, вентилировалась. Я знаю, что в кораблях очень много людей погибает, потому что внутри в трюмах настолько жарко, задыхаются. А на подводных лодках, кстати, Курск, подводная лодка, когда тонула, там же на сколько дней, я не помню. 2 дня там моряки были. Да, и там есть письма, что они писали именно, что они, когда лодка обесточена полностью, там холодно, он говорит, там родная Маруся, там можно... Да. Кстати, Доренко, репортаж офигенный про Курск, после которого его уволили с телека. Ну ладно, что, идем тогда вниз.
А ну, Бона, подержи. А я сниму снизу, как ты спускаешься. Видишь, несмотря на то, что все как бы заброшено, корабль поддерживает в нормальном состоянии. Все гайки крутятся, все. Да. Смотри. Тут чуть прохладнее. Смотри, О, вообще шикарно. то, что все заброшено, гаечки крутятся, глянь как. Так это ж моряки. Где ты такое видел? У них все четко. Ну. Это вот это, слышишь, наверное, румпель или ну, управление кораблем. Да, ну я же говорю, моряки очень серьезные люди, они как и космонавты, то есть, ну, делают свою работу четко и серьезно, потому В что один проеб. стихия не прощает. Проеб, халатность. Тем более вода вообще мощная стихия. Сколько? Да. 70% воды. Сколько там людей уже ушло на дно, так сказать. Ого, смотрите. Пимпочки. А это что, для заключенных какие-то полки? А может быть и нет. Тут, кстати, 100 подписчиков шарит про корабли. Мы вчера это вот спорили, что корабль, по идее, по логике, должен разделен быть на части, что если вдруг какую-то пробьет, чтобы остальные вода не заполнила. Ну, вот так и есть. Вот Пошлите секретный. дальше. Это тупичок, да, идем дальше. Просто интересно, насколько он в плохом состоянии. Можно ли его восстановить и отправить в путешествие? Я думаю, можно, если он на плаву здесь стоит. Полетели. Шукай столицю розваг. Так, тут аккуратно со светом. Смотри, какой офигенный. Сейчас, подожди. Да? Офигенный потолок. Со светом аккуратно. Ну да, это что? Как будто настоящий. Это медицинская, может быть, комната. Заходи. Блин, как же уютно. Я не знаю, меня почему-то вот... Мне, может, какое-то ненормальное, конечно, влечение, но почему-то вот такие вот компактные каюты очень сильно нравятся. О. Просто, чтобы там посторонние люди не смотрели, нам не мешали. Угу. Занимаемся. Офигеть. Как купе шторка сделана специально. Что интересно, вот это, ну, как бы деревянная Класс, штангочка, вот это видишь, да. выточена из цельного, ну, дуба, я не знаю, что это. Деревяшечка, да. С такой душой сделана. Слышишь, ну я был на кораблях, но в таком состоянии ни разу не видел. Чтобы на классный, автентичный такой. Тут кто-то ночевал, даже смотри, уже обогреватель сюда принесен. О, что за дядя какой-то. Дядя мест. дедушка какой-то. А, это... Ого. Лоция от устья до порта Брейла. Вот. Ой, бля, в голову ебался где-то. Глядь, ну я тут, кстати, в полный рост стать не могу. Вот. Я Это именно... для меня, потому что я на борту, именно вот, у меня упираюсь, вот. как и в танкистах, все маленькие должны Мы, быть. кстати, с Усом, видишь, у нас рост идеально приспособленный для таких вот всяких корабельных повазок. дел. Все, видишь, тут и стол есть, и спальное место. Блин, мне это нравится. Это, знаешь, есть, короче говоря, по-моему, в Японии или, я не знаю, короче, в Азии микроквартиры. Видел, может быть? Мне попадается конечно. постоянно. Там буквально квартира вот размером с эту каюту. Ну, правда, по высоте повыше. Там у человека и рабочее место, и туалет, и кухня. Там, что самое смешное, я увидел, он, получается, у него унитаз стоит, а сверху душ. Он там и моется, и свои дела делает. То есть в одном Ну, нормально, я бы помещении. так бы и жил бы. Не, ну, это как будто А это бы... для меня. Ну, это ж ненормально. Человек Почему? ж должен, ну, как бы, жить в пространстве. А мне нормально. Мне нравится такой А условие. почему нас тогда тянет на такое? На что? Ну, на миниатюрные такие Ну, вещи? тянет и тянет, нравится и нравится. Фу, я сейчас сдохну от жары, капец, тут жарко, плюс 56. Да, по Может, знаешь, по пузу течет уже. Ой. Кстати, есть теория по этому поводу. Знаешь, почему нас может тянуть? Потому что мы всю жизнь росли в советских панельках. Ну да. Знаешь, ты там, ну вот как не хочешь, По несколько какой бы семей. ты, да, не был строитель, ну ты ее не расширишь. Ну вот у нее есть свои пределы, и вот ты вот внутри них делаешь свой ремонт, Да. знаешь, на свой Мама, вкус. баба, бабушка, Да. дедушка, блин, сестра, брат, Просто сват. еще у многих постсоветских людей кастрировано воображение и чувство вот этого масштаба, привыкли из-под палки, типа, сиди смирно, знай свое место, не высовывайся, куда ты лезешь, и вот это все привыкли довольствоваться малым. Да. Может быть, это, ну, А может, трошки это где-то за... Плохо это или хорошо такое А дело? может, это наоборот хорошо, довольствоваться малым. Ну, в плане, как бы... Как кому нравится? А, двери, слышишь, дядя? Оно как-то нажималось. Ну, глянь, не могу понять. А, вот. Вот вентиляция закрывалась, и оно что-то заклинило, сейчас уже не шевелится. Смотри, посмотри, какая это защелка, ебан, сумасшедшая. Типа клоц. Ну, как известно, на кораблях были только мужчины, ну, не было женского, скажем так, здесь контингента, поэтому, чтобы мужчины не ломились друг к другу, ну, и не происходили всякие непотребные вещи, ставили очень мощные защелки. А, в натуре. Ну, да, это серьезно. Бона, посмотри, Ну, какая. только у моряков какие руки. Они обычную защелку вырвали бы и, ну, произвели бы. Произвели бы секс. Смотри, какой потолок тупоматовый, как будто на каком-то спецобъекте. Старший и второй штурман. Это один человек или это двое здесь Вот жили? непонятно. Хм.
Кстати говоря, тоже вспоминаю бункер один. Там тоже подобное было. Смотри, даже толстый такой кабель силовой, мощный. А, кстати, на чем этот корабль? Какое топливо у него было, вам неизвестно? Дизель, думаю, да. Ну, конечно, дизеля ж стоят. Подожди, покажи. Так, боцман, кок, матрос. Матрос. Мне нравится слово «коп». Оп. Ну, видишь, для боцмана сделали по росту маленькое, потому что, ну, как известно, боцманы низкого роста были. Вот. А боцман, мичман. Да, все они по росту выбирались. Видишь, пивка принеси. Ступеньки, как в эскалаторе метро. Вау, блин, запах какой, Димон. Слушай, ну я считаю, что вау. Я считаю, что вау. Я не буду говорить, что я считаю, что с ним можно сделать, но вещь Можно сделать. архи-артефакт. Смотри, что такая именно прям олдскульная, с печатями, сколько было качественных отсеков. Интересно, что внутри пенопласт. Дунается. А, ну нельзя показывать. Да не надо, мы уже с ним оказываем. О, Котофею подарить можно. Я буду носить что кофе. это боцмана. А, дядя, койки. Коечки. Смотри, какие, как в тюрьме. Оно дерево мощное такое, именно очень крепкое, чтобы при качке, причем вообще, чтобы никак не поломалось. Шкафчики, смотри, какие. Вот видишь, чем боцманы занимались. Одевались в кожаные ремни блестящие. Да, Шо, именно гулянка. А, вот смотри, офигенный этот, я не показал рисунок. Инструкция: развернуть, одеть, надеть, завязать. Братва, смотрите, здесь на 4 койко-места. 2 здесь и 2 здесь. Прямо как в поезде, один в один. Вот какие-то вентиляционные отделения. Блять, закрыли. Что батарейка. Думаешь, здесь на этом корабле практиковали гачи-мучи? Гачи-чачи. Сюда. В каждой мелочи, в каждой маленькой пимпочке такая именно, знаешь, Да, аутентичность, ну знаешь, особенность. дебелячее такое все. Проходите, дядя Бона. Ой, там непотребство, смотри, если не под... купальника. Если, смотри, USSR. паскуды, дрянь. Смотри, какой маленький, Ох, как маленькая пахнет, кроватка. как пахнет. Ты пошел в бункере в метро, капец. Смотри, даже они себе здесь увеселительные свои штучки вешали. О, это слышишь, это что, Памела Андерсон? Дядя, нифига себе, Памела Андерсон. А, подожди, Рабочее место. так посмотри, дядя, стол установлен в углу, у стола одна ножка, остальные части стола просто монтированы в стену, прямо в скос. Плюс еще, это именно авторская работа, конкретно все, знаешь, как дом строят, и это чертежи полностью по кораблю продумали, где шкафчик, где полочка какая-то. Так, там дальше еще есть. Куда дальше? Ну, дальше дверь еще идет. Фенский фонарь. Старый или современный? Ну, какой? Отдельный. Матрица. Это мы сразу в трехэтажный отсек попали. Блин, смотрите, пацаны, как давно здесь никто не ходил. Вообще никто не... А, это чисто выход на улицу, вон, который замотанный. Выход на палубу наверх. Вот тут машинное отделение. А ну, загляну. Вау! Слушай, ну это как в Resident Evil. И тут спали даже какие-то люди. Ого. Что да. Офигеть, смотри. Еще сверху такие иллюминаторы или что это? Ого, аккуратный ТСБ. Друзья, мы не разбираемся в кораблях вообще. Если кто-то из подписчиков есть, пусть напишет в комментариях, что за корабль, как он работал, к чему, что и как здесь было. Смотрите, какая штучка вообще. О, наша любимая с тобой, смотри. Латунная. Латунная. Крутила, смотри. Вафа на привале. Да. Это вафа на привале. Шухлядочки тут, смотри, какие, а? Смотри, какие. Матовые вентиляции. Тогда я вижу. Едь. Чугунная. Латунька. Блин. Очень кайф. У меня руки Приятная какое, а? нельзя. Вау, это походу капитанская. Смотри. А ну закрой. Ну, это не пошли. Зашли так, 50 на 50, никого нервировать не хотим, позакрываем окошки, чтобы никто с улицы не видел, а потом откроем все, назад вернем. Ничего не сломали, еще раз повторяю, мы аккуратно ходим, аккуратно зашли хитростями, потому что как бы своих хитростей не хватило в голове, вызвали Бона. У Бона всегда хватит хитрости попасть куда угодно, так что даже не думайте от него, что закрывать. Тем более, кстати говоря, мы как археологи, знаешь, ищем всякие моменты, которые подскажут нам, когда это место стало заброшено. И Божий уголок нам подсказывает 2006 год.
Скорее видишь всего, как? Ну слушай, какая дальнейшая судьба этого корабля? наверное. С большой вероятностью, что он на металлолом просто пойдет, да? да, Вряд ли его просто- сейчас будут это восстанавливать. Это как завод, там, где у нас автомата дед стоял. Мы его показали, все, буквально через пару месяцев бульдозерами там все снесли. Построят, не знаю, ЖК. Друзья, что такое слово лоция? Напишите в комментариях. Я знаю, лоджия. Это тут какие-то жили пацаны поэлитнее. Такой у него рушничок еще. Это, думаю, оригинальный рушник именно того времени конкретно. О. Дыхательная трубка. Я думаю, серьезно? Ну, смотри, она, видишь? В ротик, типа? В ротик, да. Да. А может это, слышишь, пылесос какой-то? Может, это приказы отдавать, может, капитан, знаешь, чтобы не вставая со своей, там, где он лежит, вот это вот место, он прям в ротик ее вставлял и командовал. Отдать приказы быстро. Чтобы мне казалось, что это, знаете, как у космонавтов, ну, туалет. Кто знает, тот поймет. Писю туда сунуть, кстати. Вот это интересный объект попали. Думали, все уже, а тут ого-го. Я бы вообще сделал челлендж, не знаю, там, сутки на заброшенном корабле. Попали в машинное отделение, где находятся, собственно, дизели, ну, установки силовые. Сейчас посмотрим. Самое ответственное место. Вот тут давно никто не был. Как на спецобъекте, как Офигеть. Офигеть. Ты прикинь. Видно? И он не один. Это надо, скорее всего, компрессор. Еще дизель. Вау, их несколько. Огромное такое пространство, и в желтый цвет выкрашено в агрессивный. Вау. И запах именно солярки, такой добротной, мужицкой. Просто посмотрите. Вау. Да, говорю, что дизеля это наша диггерская и в спецобъектах, в бункерах, в электричках дизеля. Везде дизели электростанции стоят. Да. Везде дизель работает. И в бомбарях у нас везде эти дизеля. Дизель это как родное диггерское Как такое сердце именно объекта, обстоятельство, сердечко, да. которое бьется. Класс. А как дизель, подожди, то есть дизель прямо во время хода всегда участвовал? Или это как аварийное? Всегда. Нет, ну как наш корабль плывет, либо на угле пароход, как бы. А, то есть либо топливо на дизеле. заходит в дизель, а дизель качает типа общий ход. Да. Ну, генератор, Ходовой двигатель. дизель-генератор. Наливаешь солярку, как бы работают клапана, которые нарабатывают на генератор электричество. Генератор выдает электричество, как бы крутит турбины. Кстати, это единственное помещение, в котором совершенно нету иллюминаторов. И это нижняя часть корабля. Мы уже практически на воде стоим. Может быть, даже вот уже вода у нас за плечами. Ага. И, кстати, дизеля очень... Ну, смотри, никто не было сюда втручания. Это самое главное. Не поотрывали никакие, не медь. Точно, приходишь, трубочки оторванные, да. Да, целенький именно полностью. Я не знаю просто, насколько он еще... Может, можно его восстановить. И прикинь, какой тут гул стоял, когда оно работало. Кстати, чем-то Венгрию напомнило. Ага, кстати, да, мы же в Венгрии с Боно было. И Кто тоже не втроем. видел, короче, видео, да, в Венгрии. Смотри, они разные. Тут такой высокий. Это компрессор, скорее всего. Блин, тут наверняка нас смотрит там 1 из 1000 какой-то... Что они мелят? Не, супер знаток, который знает именно досконально, как это работает. И мог бы тут часами рассказывать. Ну да, Ну, пацаки, мы не обессудьте. У нас как наше дело проникнуть, показать вам Эстетическое. да, эстетическую картинку. Ну, тут там порядочное помещение. Мне уже даже показалось, что гермодвери, как в метро. А, да. Это кстати, водяное да, мы охлаждение. уже не были, соскучились. Помещений немного, сам процесс вот этого дизеля. С этими дизелями. А, пульт. Да, вот же ж включить. Ой, дядя. Вот, чик, поехали. Сейчас корабль поедет. Автоматика. Это сложнейшая наука, это не то, что машину научиться водить. А, корабль. Какой-то выход заваренный полностью по контуру. Вот даже станочек, смотри, сверлильный стоит маленький. Вот, смотри, генератор стоит, вот он. Ну, желтым покрашен, это типа, что мощный, опасный прибор. Аккуратно, пацаки, не подходите, не прикасайтесь. Ого, даже какая-то жидкость внутри. Есть же такие дизели, что там надо, как в Запорожце в Горбатом, Раскачать. раскручивать впереди, так по кругу, ручкой. Понял, это накачивает давление. Масло. Я прям слышу, как оно там внутри. Ну, топливо скорее. Кстати, Бона, нормальные шортики, я покажу с твоего позволения. Подписчики оценят. Именно просто обычно ты, ну, в другом образе предстаешь. И во время отдыха как бы так получилось, что нашли корабль. О, Да возьми подписчик. смотри какой. Мощный же в магазинах такого нема. Какой-то заморский. Ukraine регион, Одесса, Измаил. Смотрите, офигеть, здесь и вентиляция своя, и градусник 1, градусник 2, такие мощные
пломбы, ну вот эти Асбест. гайки. Не, скорее сжатый воздух. Ну, сжатый воздух, либо углекислая кислота, чтобы разгонять дизеля, когда запускаешь. Запусковые, да. Запуск дизелей. Вот такие, братва. Тут получается 3,5 установки. Вот такая, вот такая, вот такая. И в углу еще какая-то штучка. Угу. Ну, хочется все потрогать, детская мечта, так сказать. Я думаю, конечно. все равно все пойдет на металл. А вот, походу, собственно, и грибной винт. Вот он, видишь, пошел от двигателя привод. Ну, это такое что-то наподобие сцепления. И вот он вал. Заходит куда-то туда, вот там, где водичка. А, и там основной винт. Да, получается где-то там. По сути, вот этот центральный двигатель задает ему движение, тот генерирует электричество, там где генератор к нему подсоединен, это, так понял, компрессор. А вот здесь ход подключаешь. О, нормально. О, это же эта штучка, как в фильмах, там где Румпель, как мы капитан. говорим, не знаю, как оно правильно называется. Мы говорим румпель. СТО. Что-то оно подломано, два указателя здесь странных. Самый малый ход. Вау. Блин, классная штучка. Вот это. Офигенно. Атмосфера, конечно, шикарного места. Блин, залаз очень необычный. И, ну, отчасти, можно сказать, я исполнил свою детскую мечту. Походил по внутренностям корабля. Конечно, мы не все посетили, просто очень много здесь помещений как-то отделены секретно друг от друга. Да, вот как мы на кухне поднимали плиту, а под ней дверка вниз. Вот очень много таких вот скрытых проходов. По-хорошему, чтобы нам бы кто-то экскурсию здесь провел, кто разбирается в этом вопросе. Было бы классно, да. Ну, вообще очень классно. Я бы здесь, конечно, даже сутки бы заночевал. Правда, не уверен, что в дизельной можно, потому что запах такой ядрёный. Нет, там же каюты есть сверху. Так, друзья, вот это вот корабли, которые зэков на этап проводили с Европы в Украину, с Украины в Европу, туда-сюда направляли. Вот так вот выдалась у нас прогулочка такая интересная. Котик пытается поймать жабку. Жабку скут. Ой. Какой он звук издает, как будто арфа небесная. Жабка, вон жабка. Ого, это какая-то полевая, может быть даже ядовитая, бо она вся в красных цятках. Ух ты, какой динозавр. Что вы хотите, пацаны? Вам что тут медом намазано? Самое интересное, ротиком так делает. Ням-н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 ям. Ты куда собрался? Куда собрался?